Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на мой канал, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От последних новостей до трогательных моментов, у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подпишитесь и оставайтесь с нами, потому что контент о BTS скоро появится. Все думали, что драма закончилась, пока Тэйон внезапно не сделал то, чего никто не ожидал, и реакция Чингука все изменила. Как раз когда фанаты думали, что ситуация не может стать еще безумнее, Тэйон сделал шаг, который парализовал весь фандом, а реакция Чингука оставила миллионы безмольными. Никто в комнате не понял, что только что произошло. Атмосфера и так была напряженной после этого откровения. Но в тот момент, когда Тэйон повернулся к Чингуку, все изменилось. Казалось, весь мир замер, затаив дыхание, ожидая, что он сделает дальше. Фанаты, позже посмотревшие просочившиеся в сеть отрывки, описывали этот момент как затишье перед эмоциональным взрывом. Но для тех, кто действительно там присутствовал, это ощущалось еще сильнее, словно время растягивалось, чтобы все могли в полной мере прочувствовать напряжение между ними. Тэйон сделал шаг ближе, чем другой. Он не улыбался и не злился. Его выражение лица было нечитаемым, почти слишком спокойным, таким спокойствием, которое появляется перед тем, как кто-то скажет что-то судьбоносное. Чингук, который еще несколько мгновений назад пытался спрятаться за профессионализмом, внезапно замер. Его руки сжались, дыхание перехватило, и он посмотрел на Тэйона со смесью замешательства и страха. Страха не перед Тэйоном, а перед тем, что вот-вот вырвется наружу, что вот-вот будет раскрыто перед всеми. Сотрудники у двери нервно перешептывались. Кто-то потянулся за рацией, не зная, стоит ли вмешиваться. Другой сотрудник молча покачал головой, давая понять, чтобы они не вмешивались. Все знали, что нельзя вмешиваться в нечто настолько личное, настолько тяжелое, настолько откровенное. Тэйон наконец остановился перед Чингуком, достаточно близко, чтобы их дыхание смешалось в тишине комнаты. Челюсти Чингука сжались. Его взгляд опустился, затем снова поднялся, словно он готовился к чему-то болезненному. Но вместо того, чтобы противостоять ему, вместо того, чтобы задавать вопросы, вместо того, чтобы требовать объяснений, Тэйон сделал то, чего никто не ожидал. Он медленно, нежно поднял руку и положил ее на плечо Чингука. Не с гневом, не с разочарованием, а с тихим, уверенным утешением, которое казалось почти слишком интимным для комнаты, в которой они стояли. Это был жест, хранящий в себе годы невысказанных разговоров, неразрешенных моментов, скрытых тревог и молчаливой поддержки. Глаза Чингука расширились. На секунду он замер, словно не мог поверить, что Тэйон выбирает утешение вместо конфронтации. Затем, когда тяжесть жеста Тэйона дошла до Чингука, что-то внутри него сломалось. Не драматично, со слезами на глазах, а тонко, уязвимо. Его плечи расслабились, взгляд смягчился. Словно напряжение, сковывавшее его неделями, внезапно ослабло. Он тяжело вздохнул и, наконец, прошептал так тихо, что только Тэйон мог это услышать: «Хён, я не ожидал от тебя такого». Выражение лица Тэйона тоже смягчилось. Но в его глазах читалась серьезность, от которой Чингук с трудом сглотнул. «Тебе не нужно нести все в одиночку», – пробормотал Тэйон в ответ. «Больше нет». Позже фанаты описали реакцию Чингука как момент, когда его сердце выскочило из груди. И, честно говоря, это было самое близкое описание, которое кто-либо мог дать. Чингук быстро моргал, словно сдерживая нарастающие эмоции. И впервые за долгое время он не прятался. Он не отворачивался. Он не скрывал ничего за шуткой или улыбкой. Он позволил себя увидеть, полностью увидеть тому единственному человеку, который всегда понимал его без объяснений. В комнате воцарилась тишина, но напряжение изменилось. Это был уже не страх или растерянность. Это была связь, глубокая, эмоциональная, нефильтрованная связь, которую чувствовали все присутствующие, даже если не до конца понимали ее. Чингук наконец выдохнул, и рука Тэйона слегка сжала его плечо, прежде чем медленно отпустить.
Но даже после того, как физическое прикосновение исчезло, эмоциональное воздействие оставалось, словно ударная волна, прокатившаяся по комнате. Чингук посмотрел на Тэйона так, словно увидел его впервые. Не как участника группы, не как друга, а как человека, который только что прорвал все стены, которые он так тщательно возводил. Тэйон посмотрел на него в ответ со спокойной уверенностью человека, который точно знал, что нужно Чингуку. Человека, который всегда это знал. И тут, без предупреждения, Чингук шагнул вперед, еще больше сократив дистанцию. Позже фанаты проанализировали это кадр за кадром, утверждая, что видели именно тот момент, когда Чингук решил, что больше не может прятаться. Он ничего не сказал. Ему это было не нужно. Его глаза говорили все. Благодарность, облегчение, паника, тоска, доверие – все это слилось в одно ошеломляющее выражение. Тэйон не отступил. Вместо этого он прошептал последнюю фразу, которая, после утечки, вызвала шок среди фанатов. Что бы ни случилось дальше, мы встретим это вместе. И вот так, момент, которого никто не ожидал, стал моментом, о котором фанаты будут говорить годами. Потому что реакция Чингука была не просто эмоциональной. Она была настоящей, искренней и совершенно откровенной. Она лишила всех дара речи. На мгновение показалось, что воздух в комнате изменился, стал теплее, тяжелее, наполнился чем-то невысказанным, что ни один из них не осмеливался назвать. Чингук не двигался, все еще стоя так близко, что Тэйон видел, как у него дрожит дыхание. Но Тэйон не отводил взгляда. Он смотрел на Чингука с какой-то спокойной силой, способной унять бурю. И именно это спокойствие, наконец, заставило Чингука снова заговорить. «Я думал, ты рассердишься», – прошептал Чингук, голос его едва дрожал. Дело было не только в ситуации. Дело было во всем, что накапливалось у него под кожей. Каждый страх, который он похоронил, и каждое ожидание, которое, как ему казалось, давило на него. Речь шла не только о том, что произошло сегодня. Речь шла о неделях, месяцах давления, в котором он никому не признавался. Взгляд Тэйона еще больше смягчился, но голос оставался твердым. «Почему я должен злиться? Я знаю тебя лучше». Он сделал паузу, всматриваясь в лицо Чингука. «Ты думаешь, я не вижу, когда тебе больно?» Чингук напрягся, плечи снова поднялись, инстинктивно желая спрятаться за своими обычными стенами. Но Тэйон не позволил ему. С тихой решимостью он протянул руку и слегка коснулся запястья Чингука, снова успокаивая его. Контакт был слабым, едва заметным для тех, кто наблюдал. Но для Чингука это было похоже на то, как будто мир остановился на время, достаточное для того, чтобы перевести дыхание. «Ты не понимаешь», — сказал Чингук, его голос слегка дрогнул. «Это не просто больно. Это все. Давление, ожидание, слухи, то, как люди все искажают. Я не хотел снова втягивать тебя во все это». Тэйон мягко покачал головой. «Ты меня ни во что не втягивал. Я сам во все это ввязался». Его рука оставалась на запястье Чингука, неподвижная и теплая. «И я буду продолжать вмешиваться каждый раз, когда ты во мне нуждаешься». Эти слова выбили из Чингука дух сильнее, чем любая конфронтация. Никакого драматического взрыва, никаких обвинений, никакого разочарования, только тихая преданность, такая, которая одновременно утешала и пугала его, потому что напоминала ему о том, как глубоко Тэйон его понимает. Сотрудники у входа выглядели растерянными, не зная, стоит ли им притвориться незаметными или выйти наружу, чтобы дать им больше уединения. Но никто не осмеливался пошевелиться. Энергия между Чингуком и Тэйоном не была ни громкой, ни хаотичной. Она была наполнена смыслом, это был тот момент, когда не нужно было повышать голос, чтобы произвести впечатление. Чингук тяжело сглотнул, чувствуя жар, поднимающийся к глазам. Он моргнул, чтобы скрыть его, но Тэйон все равно это заметил. «Ты всегда так делаешь», – пробормотал Чингук с дрожащей улыбкой, которая еще не дошла до глаз. «Ты появляешься именно тогда, когда я думаю, что потерял себя».
Губы Тэйона изогнулись в едва заметной, мягкой улыбке. «Может быть, потому что я знаю, когда ты притворяешься, что все в порядке». Его голос стал тише и тише. «И я устал видеть, как ты совсем борешься в одиночку». Впервые Чингук не пытался это отрицать. Он не шутил. Он не пытался перевести разговор на другую тему. Он позволил правде опуститься между ними, словно наконец-то сброшенный груз. И тут Тэйон сделал что-то, от чего весь коллектив затаил дыхание. Он подошел еще ближе, сократив последнее расстояние между ними. Его голос понизился настолько интимно, что его мог услышать только Чингук. «Скажи мне, чего ты боишься?» Дыхание Чингука перехватило. Его взгляд на секунду метнулся в сторону, затем снова вернулся к Тэйону, словно он пытался подобрать слова, которые никогда прежде не произносил вслух. «Я боюсь», — начал Чингук, его голос снова дрогнул. «Я боюсь, что если я развалюсь на части, рядом не будет никого, кто помог бы мне собрать осколки». Тэйон не колебался. «Я помогу». Эти два слова ударили сильнее всего, к чему Чингук не был готов, и что-то внутри него рухнуло. Не разрушительно, а освобождающе. Его плечи опустились, дыхание прервалось, и он слегка опустил голову. Больше не в силах скрывать эмоции. Тэхён поднял руку, впервые почти колеблясь, словно молча спрашивая разрешения. Чингук не оттолкнул его, поэтому Тэйон нежно положил руку на затылок Чингука, притягивая его ближе едва заметным жестом, который говорил громче любой драматической сцены. Чингук закрыл глаза, позволяя комфорту окутать его, позволяя себе прижаться к кому-то впервые за, казалось, целую вечность. Это не было романтично. Это не было драматично. Это было по-человечески, искренне, изнурительно и по-настоящему. «Что бы ни случилось дальше», — снова прошептал Тэйон, скрепляя обещание тихой убежденностью. «Мы встретим это плечом к плечу». И на этот раз Чингук не просто услышал это. Он поверил этому. Комната словно растворилась вокруг них, как будто каждый звук и движение смягчились настолько, чтобы позволить моменту дышать. Чингук замер, чувствуя руку Тэйона на затылке. Спокойствие и теплота, напоминающие годы до того, как все стало сложно. Это было напоминанием о том, кем они были до давления, до слухов, до того, как мир начал требовать от них частичку того, чего они никогда не давали. Медленно Чингук поднял голову. Его глаза были стеклянными, но он не плакал. Он сдерживал все, что подавлял месяцами. Тэйон тоже это видел. И вместо того, чтобы отступить, он снова перевел руку с шеи Чингука на плечо. Его присутствие не было напористым. Оно не было требовательным. Оно просто говорило: «Тебе не нужно от меня прятаться». Чингук сделал дрожащий вдох и, наконец, прошептал: «Я не хотел, чтобы ты больше волновался. Ты и так со многим справляешься. Я не хотел добавлять к этому еще больше». Брови Тэйона нахмурились, не от разочарования, а от чего-то, что выглядело опасно близким к боли. «Чингук», — сказал он спокойным голосом, — «ты не имеешь права решать, с чем я могу справиться. Ты не защищаешь меня, отталкивая». Губы Чингука слегка приоткрылись, но он не ответил. В голове пронеслись все те ночи, когда он убеждал себя, что должен нести все в одиночку, потому что люди ожидали от него силы, потому что люди предполагали, что он может справиться со всем, потому что проявление слабости казалось предательством того образа, который все от него хотели видеть. Но Тэйон всегда это понимал. Даже сейчас Тэйон подошел ближе, их лбы почти соприкоснулись, и понизил голос так, чтобы его услышал только Чингук. «Тебе позволено развалиться на части, только не в одиночку». Эта простая фраза задела что-то глубоко внутри Чингука. Его дыхание снова перехватило, но на этот раз он не боролся с этим. Он не выпрямился и не стал выдавливать улыбку. Он позволил своей уязвимости проявиться, потому что Тэйон был единственным человеком, который никогда не злоупотреблял ею, никогда не осуждал ее, никогда не отталкивал ее. «Я устал», — признался Чингук. Два слова, которые имели гораздо больший вес, чем кто-либо предполагал.
Я устал притворяться, что со мной все в порядке, когда это не так. Я устал от того, что за мной постоянно наблюдают. Я устал от ощущения, что каждое мое движение становится сенсацией. Его голос дрогнул. Я просто хочу снова стать человеком. Выражение лица Тэйона смягчилось, став душераздирающим. Не задумываясь, он обнял Чингука за плечи, притянув его к себе в тихие, спокойные объятия. Это не было драматично или театрально. Это было медленно, контролируемо, значимо. Такие объятия, которые не предназначены для камер или зрителей, а для того, кто отчаянно нуждается в чувстве безопасности. На секунду Чингук замер. Объятия были чем-то, что он нелегко давал, когда его переполняли эмоции. Но Тэйон не ослабил объятий. Он просто оставался спокойным и невозмутимым, ожидая, пока Чингук найдет свой путь в этот момент. И Чингук наконец-то нашел его. Его руки поднялись, он лишь на мгновение замер, прежде чем обнять Тэйона за талию, слегка прижавшись лбом к его плечу. Это не было обмороком. Это было смирение, молчаливое признание. «Ты мне нужен». Наблюдавшие за ним сотрудники не смели пошевелиться. Даже слишком громкое дыхание казалось способным разрушить что-то священное. Несколько человек отвели взгляд из уважения. Другие застыли, не в силах отвести взгляд от разворачивающейся перед ними неприкрытой искренности. Спустя долгое мгновение голос Тэйона прозвучал тихо и нежно: «Ты не один. Ты никогда не был один, и я никуда не уйду». Чингук слегка усилил объятия. Небольшое, почти незаметное движение, которое говорило больше, чем любые слова. Когда он наконец отстранился, его глаза выглядели иначе. Не пустыми, не напряженными, а живыми, наполненными хрупкой ясностью. «А что, если это изменит все?» – тихо спросил Чингук. Тэйон без колебаний смотрел ему в глаза. «Тогда позволь этому случиться. Не все перемены плохи». Чингук тяжело сглотнул, осмысливая эти слова. Страх все еще оставался, неуверенность все еще витала в воздухе. Но присутствие Тэйона было достаточно сильным, чтобы все это казалось терпимым, даже сносным. «Что бы ни случилось дальше», — снова сказал Тэйон, но на этот раз с непоколебимой уверенностью: «мы справимся с этим вместе». И впервые за очень долгое время Чингук почувствовал то, о существовании чего почти забыл. Надежду. Надежда, мелькнувшая в глазах Чингука, поначалу была слабой, как свечение свечи после долгой ночи тьмы. Но Тэйон увидел ее. Он узнал ее мгновенно, потому что неделями наблюдал, как этот свет тускнеет, не зная, как достучаться до Чингука, не загоняя его в угол. Теперь же, увидев даже самую маленькую искорку, он почувствовал, как что-то внутри него наконец-то расслабилось. Чингук медленно выдохнул, словно отпуская груз, который нес слишком долго. Он отступил ровно настолько, чтобы снова посмотреть Тэйону прямо в лицо, ища в его выражении хоть какой-то признак сомнения, но ничего не нашел. Тэйон стоял неподвижно, руки расслабленно опущены вдоль тела, плечи расправлены, словно молча обещая, что как бы тяжело не было, он не отступит. «Я не знаю, с чего начать, чтобы все исправить», — признался Чингук. Его голос был тихим, но искренность в нем была острой и уязвимой. «Все как будто катится по спирали, и я не могу это остановить». Тэйон немного помолчал, прежде чем ответить, стараясь, чтобы его слова не создавали напряжения, а лишь были ясными. «Не нужно все исправлять сразу», — тихо сказал он. «Начни с чего-нибудь одного, даже если это мелочь». Он сделал паузу. «Начни с того, чтобы сказать мне, что тебе нужно». Этот вопрос застал Чингука врасплох. Никто не задавал ему его в последнее время. Все были слишком заняты тем, что говорили ему, что им нужно. Выступление, интервью, продвижение, объяснение, но что нужно ему? Он не помнил, когда в последний раз кто-то искренне спросил. Его губы приоткрылись, но ответа не последовало. Он опустил взгляд, расстроенный тем, что не может сформулировать даже простой ответ.
Тэйон заметил, как слегка дрожат руки Чингука, и напряжение снова появилось в его плечах. И он снова подошел ближе, медленно, обдуманно, давая Чингуку пространство для дыхания, не давая ему почувствовать себя брошенным. «Тебе не обязательно отвечать прямо сейчас», — мягко сказал Тэйон. «Просто больше не отталкивай меня». Чингук кивнул, движение было небольшим, но значимым. «Я стараюсь», — прошептал он. «Просто, я не хочу втягивать тебя во что-то неприятное». Тэйон тихо вздохнул, почти вздохнул, но не от нетерпения. От нежности. «Чингук», — пробормотал он. «Ты еще не понимаешь. Ты меня ни во что не втягиваешь. Я вступаю в это, потому что хочу». Его голос понизился, спокойный, но твердый. «Потому что ты для меня важнее всего этого шума». Чингук моргнул, пораженный искренностью. Он посмотрел на Тэйона так, словно пытался понять, почему кто-то решил остаться, решить помочь, выбрать именно его. Тэйон смотрел на него с такой непоколебимой уверенностью, что Чингук почувствовал, как последние остатки его сопротивления начинают рушиться. Сотрудники все еще тихо стояли по краям комнаты, обмениваясь взглядами, но не смея прервать. Они чувствовали, что это не просто момент между коллегами или друзьями. Это была та эмоциональная правда, которую люди годами избегали. Теперь она была обнажена без фильтров и притворства. Между ними воцарилась тишина. Но она не была неловкой. Это была такая тишина, в которой понимание проходило само собой, без необходимости говорить. Затем Чингук слегка пошевелился, его голос стал тише, но четче, чем прежде. «Я не знаю, что будет дальше», — признался он. «Со всем этим, с нами, с давлением, с тем, как люди говорят». Тэйон медленно кивнул, признавая каждый свой страх, не отвергая ни один из них. «Я тоже не знаю», — честно сказал он. «Но я знаю одно». Он сделал намеренную паузу, позволяя осмыслению следующих слов. «Тебе не нужно справляться со всем этим в одиночку». Чингук посмотрел на него, и что-то теплое разлилось по его груди. Медленное, нерешительное, но настоящее. Он тихо вздохнул, и его плечи расслабились чуть больше, достаточно, чтобы Тэйон заметил перемену. «Ты мне доверяешь?» — тихо спросил Тэйон. Чингук не ответил сразу. В его глазах мелькнула неуверенность, воспоминания, еще не зажившие раны. Но затем он медленно, обдуманно кивнул с убежденностью, которая удивила даже его самого. «Доверяю», — сказал Чингук. Выражение лица Тэйона смягчилось, став почти облегченным. Спасибо большое за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружаться в последние моменты, истории и закулисные подробности, не уходите пока. Ваша поддержка действительно помогает этому каналу расти и позволяет нам продолжать предоставлять вам обновления в режиме реального времени, эмоциональные истории и подробные обзоры всего, что происходит во вселенной BTS. Поэтому, если вы еще этого не сделали, подпишитесь и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фанаты не перестают говорить. Это Boss Update, и увидимся в следующем видео с еще большим количеством контента о BTS, который вы не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.